Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Именно эта фраза стала основополагающим правилом в пропаганде человека, известного в истории как Пауль Йозеф Геббельс. Он родился 29 октября 1897 года в маленьком промышленном городке Райт недалеко от Дюссельдорфа, в многодетной католической семье Фрица и Катерины Геббельс. Отец работал офисным сотрудником на фитильной фабрике, а мать была обычной домохозяйкой. Оба родителя были набожными католиками. С самого раннего детства Геббельс рос слабым и болезненным ребенком и чуть не умер от воспаления легких. В 4 года он перенес остеомиелит, вызвавший деформацию правой ноги. Она была изогнута внутрь, толще и короче левой. В 10 лет его безуспешно прооперировали, после этого он заметно прихрамывал. В дальнейшем этот телесный изъян не позволил ему участвовать в Первой мировой войне, на которую он хотел пойти добровольцем. Это было для него большим унижением. Из-за постоянных насмешек и оскорблений со стороны других детей с самого раннего детства был замкнутым ребенком, затворником. Как он писал в своем дневнике, это было необычайно суровое детство, отмеченное римско-католическим благочестием и строгим соблюдением прусских ценностей, дисциплины и трудолюбия. Как и его братья, Геббельс учился в городской гимназии и был одним из лучших учеников в классе. В марте 1917 года он сдал экзамены на аттестат зрелости и по традиции выступил на церемонии вручения аттестатов с патриотической речью. В том же году он стал студентом Боннского университета. Это было необычное время из-за последствий войны. Усилия Германии потерпели крах в ноябре 1918 года и было заключено перемирие. Позже в Гейдельбургском университете Геббельс написал докторскую диссертацию о Вильгельме фон Шутце, малоизвестном драматурге романтического направления XIX века. После успешного получения докторской степени в ноябре 1921 года он вернулся домой в свой родной город Райт. В надежде стать публикуемым литератором, Геббельс писал стихи, пьесы и зарабатывал на жизнь частными уроками. Его тексты того периода отражали неприятие современной культуры и зарождающийся антисемитизм. В начале 1923 года, вопреки своим убеждениям, Геббельс устроился служащим в отделение Дрезденского банка в Кёльне. Но эта работа его тяготила, и уже в сентябре того же года он был уволен. Дневник, который он вел с 1923 года вплоть до смерти, стал отдушиной для его литературных амбиций. В начале 1924 года Геббельс впервые заинтересовался деятельностью Адольфа Гитлера и национал-социализмом. В конце февраля, почти через 4 месяца после провала пивного путча, в Мюнхене начался процесс над его активистами, что вызвало огромный интерес и внимание со стороны прессы. И таким образом Гитлер, обвиняемый в государственной измене, получил платформу для пропаганды своих взглядов. Он был приговорен к 5 годам заключения, однако 20 декабря 1924 года вышел на свободу. Национал-социалистические идеи привлекли Геббельса во многом в силу харизмы Гитлера и его преданности своим убеждениям. Благодаря своему другу Фрицу Прангу, который еще в 1922 году вступил в национал-социалистическую партию, Геббельс познакомился с некоторыми членами народного движения. В середине августа 1924 года Пранг взял его в Веймар на съезд национал-социалистического освободительного движения, которым руководил Грегор Штрассер. В результате Геббельса привлекли к работе над еженедельной пропагандистской газетой, и уже 1 октября он был назначен главным редактором. Молодой Геббельс считал себя социалистом, он прославлял рабочих, чувствовал себя заодно с ними и испытывал презрение к буржуазии, которой он причислял не только капиталистов, но и мещан. В коммунистах ему импонировали революционный порыв и ненависть к буржуазии. Вскоре после встречи с Гитлером, с которым он познакомился в конце октября 1925 года, Геббельс стал одним из самых ярких его сторонников.
В конце августа 1926 года Геббельс получил предложение возглавить ГАУ Берлин-Бранденбург и реорганизовать отделение партии, которое насчитывало менее 500 членов. Посылая Геббельса в Берлин, где у Штрассера также была своя штаб-квартира, Гитлер, кроме всего прочего, рассчитывал сделать бывших соратников соперниками. 7 ноября Геббельс приехал в Берлин. Он был наделен особыми полномочиями и напрямую подчинялся Гитлеру. В столице партия влачила жалкое существование. Геббельс тут же приступил к партийной чистке, установил строгий порядок работы, провел финансовую ревизию, а также ввел плату ежемесячных пожертвований на нужды партии. Его целью стала борьба за рабочих, борьба за улицу. Геббельс быстро понял, что тот, кто завоюет улицу, завоюет власть в государстве. «Улица» – так называлась одна из его первых статей. На улице он решил делать историю. В своих речах и газетных статьях Геббельс призывал к пробуждению Германии. Он назвал коммунизм еврейским марксизмом, нападал на евреев, называя их врагами. Труды Геббельса вскоре окупились. Нацистская партия стала очень могущественной в Берлине. Люди в Германии начали обращать внимание на нацистов и на человека, которого некоторые называли косолапым сатаной. Помимо собственных речей, Геббельс использовал радио, плакаты, раздаточные материалы и даже пластинки, чтобы донести нацистское послание до избирателей. Он помог создать образ Гитлера как отца и фюрера, лидера Германии. Многие немцы опасались прихода к власти коммунистов. Коммунистическая партия Германии имела прочные связи с Советским Союзом, которые многие немцы считали врагом. Люди также разочаровались в других политических партиях, которые давали обещания и не смогли выполнить. Но самое главное были смутные времена. В конце 1920-х годов Германия и остальной мир вошли в тяжелую депрессию. Экономические проблемы лишили многих немцев работы и заработка. Банки рухнули, а люди потеряли свои сбережения. Последствия Первой мировой войны сильно усугубили положение. Иностранные войска оккупировали немецкую землю, чтобы обеспечить выполнение своих требований. В те годы Геббельс имел связи со многими женщинами. Он легко влюблялся и столь же быстро уставал от отношений. В конце 1930 года он познакомился с Магдой Квант, бывшей женой крупного промышленника, которая вступила в партию несколькими месяцами ранее. Она работала волонтером в берлинском отделении партии и собирала материал для личного архива Геббельса. 19 декабря 1931 года Геббельс и Квант вступили в брак. Гитлер стал одним из двух свидетелей бракосочетания. В 1932 году выборы проходили дважды, и в обоих случаях Геббельс организовывал масштабные предвыборные кампании с большим количеством собраний, парадов и речей. Гитлер путешествовал по стране на самолете под лозунгом «Гитлер над Германией». Такие полеты в качестве политического мероприятия были абсолютной новинкой. Пропаганда Геббельса называла оппонентов ноябрьскими преступниками, еврейскими политиканами и коммунистической угрозой. Поддержка партии в обществе продолжала нарастать, но 1932 год так и не принес национал-социалистам парламентского большинства. Пытаясь стабилизировать положение дел в стране и улучшить экономическую обстановку, 30 января 1933 года президент Пауль Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. 17 марта 1933 года на заседании правительства Гитлер предложил создать центральное учреждение для широкой пропагандистской и просветительской работы во избежание политической литургии. Через 4 дня речь уже шла о создании Министерства народного просвещения и пропаганды. 13 марта Гитлер назначил Геббельса рейхсминистром народного просвещения и пропаганды. Таким образом, тот стал самым молодым министром в правительстве. В статусе министра Геббельс определил правила, регулирующие все средства массовой информации и искусства в стране. Он начал контролировать и формировать общественное представление о нацистской партии и Гитлере. Геббельс также планировал использовать пропаганду как меч против евреев и коммунистов. Он надеялся
расшевелить немецкий народ, чтобы он не мог сопротивляться нацистской партии. Одним из способов был контроль получаемой людьми информации. Он также манипулировал фактами, используя их в своих интересах, и подчеркивал сильные стороны своей аргументации и преуменьшал или не упоминал плохие моменты. Он использовал свою власть, чтобы закрыть редакции газет, выступавшие против нацистов, и ограничил еврейскую прессу. Он мог бы уволить любого репортера, который ему не нравился. Его сила и полномочия пугали многих людей. Геббельс иногда презирал немецкую публику, называя их овцами. Он чувствовал, что ими можно легко манипулировать. Вскоре были созданы законы, направленные на очернение и последующее изгнание евреев из германского общества. Теперь, когда нацисты управляли правительством, он был одним из самых важных людей во всей Германии. Кино и театр были под его полным контролем. Геббельс часто повторял, что произнесенное слово имеет большее влияние, чем напечатанное. Радио для него было важнейшим орудием пропаганды, поэтому радиовещание было централизовано и национализировано еще в период Веймарской республики. После прихода к власти национал-социалистов 9 региональных радиовещательных компаний передали свою долю владения министру пропаганды, а региональные компании были ликвидированы. Геббельс подстегнул производство дешевых народных радиоприемников, и к 1938 году было продано около 10 миллионов таких аппаратов. В общественных местах, на заводах и в школах размещались репродукторы, позволявшие транслировать важные сообщения практически для всего населения страны. 3 февраля 1933 года в своем первом выступлении перед верхушкой Рейхсвера Гитлер заявил о необходимости перевооружения в нарушение Версальского договора и реализации программы завоевания жизненного пространства на Востоке. Геббельс был одним из наиболее восторженных сторонников агрессивной политики фюрера. Вместе с тем, ему было хорошо известно, что Германия впадала в предвоенную панику, в связи с чем градус пропаганды был снижен. Когда западные государства согласились на условия Гитлера в отношении дискредитации правительства Чехословакии, Геббельс перенаправил свою мощь своего пропагандистского аппарата на Польшу. Стартовавшая в мае антипольская кампания основывалась на ложных сообщениях о зверствах в отношении этнических немцев в Данциге и других городах. 2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны, Геббельс наложил запрет на прослушивание зарубежных радиостанций. Распространение услышанных таким образом новостей могло караться смертной казнью. Радиовещание регулировалось до такой степени, что согласование требовало даже перечень транслируемой музыки. Во время войны Гитлер все реже появлялся на публике, а Геббельс постепенно становился голосом режима. Практически все средства массовой информации, как в Германии, так и на оккупированных территориях, находились под контролем Министерства пропаганды, духовным орудием тотального государства. Главную задачу киноиндустрии Геббельс видел в создании развлекательных фильмов, поднимающих настроение. С конца 1942 года примерно 80% фильмов и радиопередач производились в развлекательных целях, остальные 20% были пропагандой. Геббельс был убежден, что чем больше работники тыла вовлечены в дело победы, тем сильнее их мотивация. Поэтому он организовал кампанию по сбору зимней одежды и лыжного оборудования для солдат Восточного фронта. В качестве гауляйтера Берлина он сталкивался с возрастающей недостачей жизненно необходимых благ, а также пива и табака, столь важных для поддержания боевого духа. Гитлер всегда считал, что немецкая нация должна доминировать в Европе. Как и Геббельс, он считал немцев расой господ. Из-за этого им нужно было жилое пространство за счет изгнания меньших рас со своей территории. Гитлер рассматривал территории Австрии, Чехословакии и Польши как исторические земли Германии. Немцы либо жили в этих районах, либо имели там большое влияние. Он также хотел господствовать над Францией и оккупировать Россию. Важную часть плана включала изгнание евреев из Европы. Когда началась война,
Он дал понять окружающим, что евреев нужно уничтожать. Этот план стал известен как окончательное решение. В конце концов, миллионы евреев и представителей других низших рас будут убиты нацистами на фабриках смерти. Гитлер и Геббельс всегда хотели изгнать евреев из Германии и Европы. Их политика всегда была антисемитской. Они не считали убийство еврея тяжким преступлением. Сам Геббельс не был лагерным охранником или тюремным чиновником. Он лично не командовал людьми, убивавших других. Его обязанности были в первую очередь в Германии, а не на завоеванной территории, где было убито большинство евреев. Он не был фюрером, чье желание уничтожить евреев было известно и понято всеми его подчиненными. Но на Геббельсе лежала большая ответственность за миллионы убитых. С самого начала своей карьеры он разжигал в обществе ненависть к евреям, подстрекая и организовывая насилие против них. Как гауляйтер Берлина, он сделал все возможное, чтобы евреев изгнали из города. Зная о концентрационных лагерях и планах уничтожения, контролируя СМИ, он скрывал новости об истреблении людей, которые, по его мнению, наносили ущерб имиджу нацистов. Как и многие другие немцы, Геббельс нервничал по поводу Второй мировой войны, когда она началась в 1939 году. Он не хотел, чтобы Германия воевала на два фронта одновременно и опасался, что Великобритания и Франция нападут с запада, пока немецкие войска находятся в Польше. По тем же причинам он опасался вторжения в Россию. Тем не менее, Геббельс поддерживал военные цели Гитлера. В 1940 году, когда Франция была покорена, а Англия защищалась, Геббельс представлял объединенную Европу как германскую. И, конечно же, в этом порядке должны доминировать нацисты, которые сформируют новую цивилизацию. Геббельс часто в своей пропаганде, вместо того, чтобы сообщать о преступлениях нацистов, искажал и подтасовывал информацию, указывая в ней своих врагов и политических оппонентов. Он использовал правду как оружие, и любой, кто слышал ее, был подвержен глубокой манипуляции и обману. К весне 1941 года Гитлер решил вторгнуться в Россию. Он сказал Геббельсу начать масштабную кампанию по дезинформации. Работа Геббельса заключалась в том, чтобы распространять слухи о том, что Великобритания, а не Советский Союз, вот-вот подвергнется вторжению. Эта дезинформационная кампания не смогла обмануть британцев. Они предупредили Советский Союз о планах Гитлера. Советские шпионы также предупредили своих лидеров о грядущем нападении. После поражения под Сталинградом Геббельс пытался убедить Гитлера изменить политический курс в отношении славянских народов, надеясь тем самым улучшить боевые условия для немецких солдат в Советском Союзе. Однако Гитлер отверг такую инициативу. Геббельс пытался также убедить Гитлера в необходимости тотальной войны. Концепция предполагала закрытие не имеющих военного значения предприятий, привлечение женщин к труду и призыв на военную службу тех категорий мужчин, которые ранее были от нее освобождены. 30 января 1943 года Геббельс выступил с речью, посвященной десятилетию со дня прихода к власти национал-социалистов. В ней он призвал к борьбе до победного конца и получил восторженный отклик аудитории. Это уверило его в поддержке немцами идеи тотальной войны. В апреле 1943 года под Смоленском было обнаружено массовое захоронение польских офицеров, убитых в 1940 году сотрудниками НКВД в ходе Катынского расстрела. Используя эту информацию, Геббельс пытался поссорить СССР с его западными союзниками. После поражения вермахта в 1943 году в битве на Курской дуге в июле-августе Геббельс признал, что эту войну уже не выиграть. В сентябре 1943 года, после продвижения союзных войск в Италии и последовавшего за ней изгнания Муссолини, он обсудил с Гитлером возможность сепаратного мира с Советским Союзом или Великобританией. Однако фюрер отверг оба предложения. Победа русских над немцами под Сталинградом была одной из величайших поворотных моментов в войне. Большая часть немецкой армии была уничтожена в бою. После Сталинграда стратегическую инициативу перехватил уже Советский Союз. Германия начала проигрывать войну. Многие из ее заводов были разрушены. Люди
устали от войны. Пропаганда Геббельса имела все меньше и меньше влияния, хотя многие немцы продолжали бороться изо всех сил. В 1943 году британские бомбардировщики усилили ночные налеты на Берлин. Эти атаки становились все более и более разрушительными. Были уничтожены жилые и многоквартирные дома, а также фабрики. Военное и экономическое положение Германии продолжало ухудшаться, и 25 августа 1943 года министром внутренних дел вместо Вильгельма Фрика был назначен рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Массированные бомбардировки Берлина и других немецких городов уносили жизни тысячи людей. Люфтваффе рейхсминистра авиации Германа Геринга предприняли попытку возмездия, атаковав Лондон в начале 1944 года. Однако Германия уже не располагала силами, достаточными для нанесения ощутимого удара. Летом 1944 года американцы и англичане высадились на севере Франции. После тяжелых боев, создав плацдарм, их армия продвинулась в сторону Германии. В том же году решительные действия Геббельса во многом способствовали поражению заговора генералов. В результате 21 июля Гитлер назначил его уполномоченным по тотальной военной мобилизации. В этом качестве Геббельс мог всем отдавать приказы и тем самым стал вторым человеком в Рейхе. Ему было предписано максимально увеличить кадровый состав вермахта и количество занятых в производстве вооружений и боеприпасов за счет отраслей промышленности, не имевших критического значения для фронта. Геббельсу удалось высвободить для военной службы около полумиллиона человек. По распоряжению Гитлера 18 октября 1944 года были созданы отряды народного ополчения под названием «Народный штурм», в которые призывались мужчины, ранее признанные непригодными для военной службы. Призванные граждане, преимущественно в возрасте от 45 до 60 лет, были недостаточно обучены и вооружены. В представлении Геббельса ополченцы должны были успешно противостоять советским танкам и артиллерии. На практике же это было невозможно. Призывная кампания была крайне непопулярна в обществе. В последние месяцы войны речи и статьи Геббельса приобретали все более апокалиптический характер. К началу 1945 года советские войска вышли на реку Одер, а западные союзники готовились форсировать Рейн. Министр пропаганды уже не мог отрицать неизбежность грядущего поражения. Берлин практически не располагал не только укреплениями и артиллерией, но и отрядами фолькштурма, так как большая часть их находилась на передовой. В записях дневника от 21 января Геббельс отметил, что миллионы немцев бегут на запад. Он попытался обсудить с Гитлером вопросы подготовки мирного договора с западными союзниками, но снова получил отказ. Геббельс испытывал внутренние сомнения и избегал излишнего давления на фюрера, боясь утратить его доверие. Если другие партийные руководители убеждали Гитлера покинуть Берлин и перенести центр сопротивления в Баварию как новый национальный редут, то Геббельс противился этой идее, предлагая дать героический последний бой в Берлине. Вся его семья располагалась в Берлинском доме, где ожидала конца. Вполне вероятно, что в ходе долгой беседы ночью 27 января супруги обсуждали возможность самоубийства и судьбу 6 детей. Глава семейства осознавал, каким образом остальной мир будет трактовать преступления режима, и не хотел подвергать себя тяготам судебного процесса. В то время здоровье Гитлера сильно ухудшилось за последние 6 месяцев. У него были симптомы болезни Паркинсона, и он зависел от инъекций витаминов. Гитлер и другие говорили о чудесах, но мало кто сомневался, что конец близок. Геббельс убедил Гитлера принять последний бой в столице. И уже 22 апреля Гитлер объявил, что останется в Берлине до конца, после чего застрелится. В тот же день Геббельс вместе с семьей переехал из городской квартиры в верхний бункер рядом с фюрером, который располагался над садом имперской канцелярии в Берлине. 29 апреля около часа ночи, когда советские войска все ближе подходили к рейх-канцелярии, Гитлер сочетался браком с Евой Браун. Затем фюрер пригласил секретаря Траудель Юнге в отдельную комнату, где продиктовал ей свое завещание.
в котором Гитлер не назвал своего преемника ни на посту фюрера, ни во главе партии. Вместо этого он назначил Геббельса рейхканцлером. По скриптуме к завещанию Геббельс указал, что не подчинится приказу Гитлера покинуть Берлин. Ему необходимо было остаться в городе по причинам человечности и личной преданности. Кроме того, в столице останутся его жена и дети, которые должны были встретить конец бок о бок с фюрером. 30 апреля к середине дня Гитлер покончил жизнь самоубийством. Он проглотил капсулу с цианистым калием. В тот же момент он нажал на курок своего пистолета «Вольтер». Гитлер не оставлял себе возможности выжить. После самоубийства тело Гитлера вынесли наверх в сад, где была вырыта неглубокая могила. Труп был положен вместе с трупом Евы Браун. Она тоже покончила жизнь самоубийством. На их мертвые тела было вылито несколько канистр бензина. Помощники Гитлера подошли трупы, и языки пламени вырвались из-под земли. Суицид Гитлера вверг Геббельса в глубокую депрессию. Он знал, что его казнят, если попадет в плен. 1 мая Геббельс подписал единственный официальный документ в должности канцлера. Он продиктовал письмо Верховному главнокомандующему вооруженными силами СССР. В письме Геббельс сообщил Сталину о смерти Гитлера и просил его о прекращении огня. Однако Москва настаивала на безоговорочной капитуляции. Во второй половине дня 1 мая 1945 года он и его жена попрощались с остальными в бункере. Магда с врачом сделали 6 детям инъекции морфия, уложил их спать на двухъярусной кровати, а затем раздавили у них во рту капсулы с цианидом. Сверху были слышны звуки приближающейся русской армии. Геббельс заставил своего помощника пообещать сжечь его тело и трупы его семьи. После этого он и его жена закрыли дверь и застрелились. Когда его помощник вошел, оба Геббельса были уже мертвы. Оба перед выстрелом проглотили цианид. Геббельс выстрелил себе в голову, так же как и его лидер. Эсэсовец в соответствии с инструкциями выстрелил по каждому из трупов, чтобы убедиться, что они действительно мертвы. После чего адъютант вынес тела в сад, чтобы сжечь их. Однако он использовал не так много бензина, потому что хотел сэкономить, чтобы уничтожить вещи внизу в бункере. Именно поэтому тело Йозефа Геббельса не сгорело полностью. Впоследствии 2 мая 1945 года советские военные нашли их полуобгоревшие трупы. Так закончилась зловещая жизнь и история одного из лидеров Третьего Рейха. Геббельс и нацисты видели себя в авангарде важного исторического движения. Он искренне верил в это и вкладывал все свои интеллектуальные таланты и энергию во благо нацистской революции, которая сделала бы Германию великой империей на 1000 лет. Когда война подошла к концу, большинство немцев осознали, что суть пропаганды Геббельса была тотальным обманом, которая манипулировала их разумом столь долгое время.